Привет, девчонки! Я уже позавтракала, а сейчас открою все ставни и окна, и пусть дом проветрится. Запустим немного прохладного, чистого утреннего воздуха в дом. День обещает быть теплым, будем надеяться. Смотрите, я тут вытащила из морозилки последние 2 пакета кабачков. Скоро уже будут новые, а у меня еще эти в морозилке. Сейчас они немного разморозятся, и сегодня приготовим вкуснейшую запеканку. Заодно и вам покажу этот рецепт. Жарила я их в муке и в яйце. Я как-то в одном из влогов вам показывала. Это очень удобно. И какая запеканка без пармезана и моцареллы? Я уже натерла и пармезан, и моцареллу. А теперь беру форму для выпекания и выкладываю первым слоем кабачки. Теперь обильно посыпаем пармезаном. Девочки, пармезан можете заменить на сыр грана падано, он и немного дешевле. А теперь посыпем сверху моцареллой. Снова выкладываю слой кабачков. Кабачков было много, и у меня получилось 4 слоя. После 2 слоев я снова посыпаю пармезаном. И затем добавлю слой вот таких плавленых сырков. Плавленых сырков у меня будет только 1 слой в серединке. Вы можете его и не добавлять, это уже по желанию. Но именно в этой запеканке мне так больше нравится. Выложили плавленые сырки, а теперь посыпаем моцареллой. И теперь снова добавляем кабачки, пармезан и моцареллу, чередуя, пока у вас не закончатся все ингредиенты. Не обязательно делать 4 слоя, можете делать и меньше, просто у меня было много кабачков. Такую запеканку вы можете приготовить и с вечера. Накройте и оставьте в холодильнике, и на следующий день перед обедом отправить ее в духовку. Духовку я предварительно разогреваю на 200-220 градусов и выпекаю, пока не появится красивая румяная корочка сверху. Видите, как она выпекается? Сегодня у нас будет вкусный обед. Смотрите, как она выглядит аппетитно. Сейчас я ее разрежу и покажу вам кусочек в разрезе. Смотрите, девчонки, в разрезе она выглядит еще аппетитнее. Это очень вкусно. А особенно у тех, у кого есть свой огород и в сезон кабачков много, я вам советую нажарить, отправить по пакетам и зимой готовить вот такие запеканочки. Я также и баклажаны жарю, но запеканку из баклажанов я готовлю, добавляя соус. Давайте я вам в описании под видео оставлю ссылочку, как я готовлю запеканку из баклажанов. Такое видео у меня уже есть на кулинарном канале. И оставлю вам ссылочку на влог, где я готовлю эти кабачки для заморозки. И тут мне пришлось спуститься, курьер принес заказ. У Вадима сломалось компьютерное кресло, и он заказал новое. У нас такой период в последнее время. То одно ломается, то другое, одно за другим. Пока Вадима нет, мы сейчас с мужем соберем, наверное, ему. Вытащили уже все из коробки. Вот покажу вам, из какой ткани оно. Он не выбирал слишком дорогое, за 90 евро, кажется, он взял. Есть инструкция, сейчас мы быстренько соберем с мужем. Мы быстро справились, я все мужу подавала, а он закручивал. Осталось еще совсем немного, и кресло будет готово. Вот мы и справились. Обычное компьютерное кресло. Спинка у него высокая, и у него форма для поддержания осанки. И спинку можно еще немного опустить. Видите, вот здесь, наверное, лучше видно, из какой ткани оно сделано. Немного в сеточку. Я надеюсь, ему будет удобно. И у нас уже утро следующего дня. И, как всегда, по привычке я пью стакан теплой воды. И иногда я еще добавляю немного лимонного сока. Сегодня воскресенье, так что я никуда не спешу. А самое главное, что я вчера убрала весь дом, поменяла постели, постирала кучу стирки. Я обожаю это чувство, когда ты утром просыпаешься и знаешь, что у тебя все убрано, все чистенько, и моя душа спокойна. И у меня совсем другое настроение. И нет тревожности. И знаете, чего мне захотелось сегодня на завтрак? Возьму мое любимое хрустящее печенье,
И что мне нравится, что оно не очень сладкое. Обычно 4 таких печенья мне хватает на завтрак. И сейчас я его смажу чем-то вкусненьким. 2 печенья я смажу арахисовой пастой и 2 фисташковым кремом. Сегодня мне так захотелось. Ни в арахисовой пасте, ни в фисташковом креме нет сахара. Это еще лучше. А теперь возьму арахис и посыплю его на арахисовую пасту. А фисташки посыплю на фисташковый крем. Так будет еще вкуснее. Девчонки, я купила маленькие контейнеры в Икее, так что попозже мы с вами организуем в них орешки и семена. А сейчас приготовим капучино. Наливаю воды в кофеварку и заполняю кофе. Я не пользуюсь кофемашиной, тем более муж у меня не переносит кофе. Сын пьет чаще всего чай. А я люблю использовать эту малышку, и она занимает очень мало места. А кофемашина занимает много места, и вообще я не очень люблю видеть много всего на столешнице. Когда слишком много разных предметов на столешнице, визуально создается ощущение беспорядка. Но это для меня так. У меня есть 3 такие кофеварки разных размеров. Когда у меня гости, я достаю кофеварку побольше, в зависимости на какое количество чашечек я варю кофе. Пока для меня это лучший вариант. И вообще это для меня как утренний ритуал. Сам процесс, звук поднимающегося кофе. Сначала наливаю горячее молоко. Затем наливаю кофе. Если вы пьете капучино без пенки, то окей. Но если вы хотите взбить пенку, после того, как налили молоко, взбивайте, иначе после кофе пенка плохо взбивается. Я немного отвлеклась съемкой и пропустила этот момент. И пойду я завтракать. Давайте еще и свечу зажгем, так будет еще приятнее. И вот такой у меня простой и вкусный завтрак. И еще тут передо мной такая красота. Эти полевые цветы мы с Джампьером собрали на прогулке. Они у нас в этот период растут на каждом шагу. И все эти мелочи меня радуют. Вкусная чашечка капучино, букетик даже просто собранных цветов, горящая свеча. Все это меня очень расслабляет и радует мне душу. И вот такое простое вкусное печенье. Солнышко из окна, пение птиц и легкая спокойная музыка. Напишите мне, кого еще, как и меня, радуют такие мелочи. Убираю со стола, мою и заглядываю в телефон. Здороваюсь со всеми родными и смотрю, сколько просмотров было на канале. Мне всегда так интересно еще, если кто-то подписался. И если есть новые подписчики, я радуюсь еще больше. Все, момент релакса закончился. Задуваю свечу. И еще мне захотелось поменять досточку на вот такую сервировочную салфетку. Она из водного гиацинта, это из Икеи, стоят они 3,95 сейчас. Они, конечно, дополняют немного уюта, правда? Настроя в семье я купила 3 штуки. И еще я купила вот такие маленькие контейнеры для сыпучих, это самые маленькие из этой серии. У них крышка закрывается герметично, и можно их складывать один на другой. Хочу организовать в них разные семечки. У меня их тут 7 штук, я отклеила все этикетки и перемыла их уже. В первую я насыплю мак. Слышите, по звуку даже слышно, как хорошо закрываются. Во вторую насыплю семена льна. Я столько удовольствия получаю, когда что-то организовываю, как мне нравится. Ездили с мужем в магазин за продуктами, я докупила семечки и кунжут. И сейчас также их высыплю в эти контейнеры. Попозже я вам покажу и нашу закупку. 200 грамм семечек стоит евро 29, а 200 грамм кунжута евро 49. Они не жареные, они сырые.
И вот такие пачечки на 200 грамм отлично помещаются в эти контейнеры. А в этот засыплю жареный соленый арахис. Еще у меня есть черный кунжут. Я его никак не находила в магазинах, пришлось заказать его через интернет. Еще знаете, что трудно найти в Италии в магазинах? Молотый кориандр. И так как я часто готовлю морковь по-корейски, дома он у меня должен быть всегда. Я даже как-то просила знакомую, чтобы она мне с Молдавии его привезла. И в последний мы насыпем тыквенные семечки. Затем уберем в шкафчике с сыпучими и все организуем. И сверху видно, что у вас в контейнере. Красота, у меня уже душа радуется. А сейчас протру все влажной микрофибровой тряпочкой, отправлю сюда все контейнеры, которые у меня уже были, и добавлю еще и эти маленькие. Кто смотрел мой прошлогодний весенний влог, знает, что сыпучие я уже хранила в таких контейнерах, но побольше. А сейчас я их просто протерла и снова отправлю в шкафчик. Вы скажете, зачем вам столько макарон? Но когда вы живете в Италии, а еще и муж итальянец, это становится главным блюдом. Наверное, уже все знают, какие итальянцы макаронники. Тут у меня еще и кускус есть, и еще я всегда держу в запасе 3 вида риса. Тот рис, который потемнее, это для салатов. А сейчас с краю выложу все маленькие контейнеры один на другой. Пока организую так, а потом посмотрю, как мне будет удобнее. Красота! Можно было купить еще один маленький контейнер. И нужно будет досыпать пасту из запасов, чтобы контейнеры были полные. Я уже это сделаю за кадром. А теперь наведем порядок на нижней полке. Также протру все влажной микрофибровой тряпочкой. А эти кругленькие контейнеры, которые я вытащила сейчас, я не покупала отдельно как контейнеры. Я их собрала со временем, покупая в них панировочные сухари. Девочки, кто меня смотрит из Италии, эти панировочные сухари я покупаю в магазине Penny Market. Вот такие панировочные сухари. Во-первых, вы пользуетесь панировочными сухарями, и у вас еще остаются такие удобные контейнеры. В них я храню вот овсянку, и все крупы и пасту для супчиков, чего у меня не в большом количестве. Мне, во-первых, нравится, что они плотно закрываются. Еще у них такая крышечка, что они классно ставятся один на другой. И у меня как раз помещается 3 контейнера по высоте. У меня полочки на кухне нельзя сместить, поэтому для меня это очень удобно. Я докупила чечевицу, она у меня закончилась, сейчас досыплю ее. Как раз 500 грамм чечевицы помещается в такой контейнер, видите? Еще купила полбу, я из нее делаю салаты. Гречку насыплю. Вы знаете, я еще не видела итальянца, который ел бы гречку. Или овсянку. Вообще они не варят каши. А я так привыкла с детства, и иногда себе на ужин люблю сварить какую-нибудь кашку или гречку с молоком. Или манку я тоже очень люблю вечером. Мой муж даже пробовать не хочет и так странно смотрит на эти блюда. Пусть он себе смотрит, а я с аппетитом себе ем. Так, я уже тут все досыпала. А это, девчонки, жареные хрустящие хлопья лука. Это Вадим купил. Он часто себе покупает разные корейские и китайские вкусняшки. Кто-то из вас использует его и куда вы его добавляете? Напишите мне.
А впереди у меня стоят 3 вот таких стеклянных контейнера с крышкой, и в них я храню печенье. Кстати, печенье позаканчивалось, надо будет что-то испечь. И еще мне удобно хранить муку в таком контейнере. Все, в этом шкафчике у меня полный порядок, все чистенько, организовано, все как я люблю. И душа моя радуется. Только надо будет досыпать пасты и испечь какое-нибудь печенье. А сейчас пущу вам кадры из магазина, когда мы ездили за продуктами. Здесь мы брали семечки подсолнечника и кунжут. Вы сами увидите немного и цены. 300 грамм зеленой гречки стоит евро 49. Помидоры за килограмм 4 евро. Дороговато. Бобы. Килограмм бобов 2,99. Артишоки, спаржа. Вы не представляете, сколько разной зелени едят итальянцы. И я уже многому научилась у них. Цикорий, мангольд. Пишите, если вам интересно, как их готовят. Кабачки стоили 2,50. А смотрите, какая тут прикольная паста. Из нута, из гороховой муки и из красной чечевицы. 250 грамм такой пасты стоит евро 79. Кофе разные, видите цены сверху? Но это кофе стоит подешевле. Если покупать фирму типа Лаваци, Кимбу, они стоят намного дороже. Ой, девчонки, смотрите, персики, такие, как я готовила в одном из моих видео. 200 грамм таких персиков стоят 2,19. Я вам оставлю ссылочку на это видео. Разные мясные продукты. Мне неудобно снимать вам каждую упаковочку, а то и так люди немного странно смотрят. Покажу вам так по-быстренькому. Сыры разные, вот вы внизу увидите цены. Это плавленые сырки. Упаковка на килограмм стоит 5,59. Сливочное масло, маскарпоне, рикотта. Разные йогурты по 35 центов. А это наша небольшая сегодняшняя закупка. Взяли вот такой гель для душа, 1 литр евро 39. И литр шампуня евро 19. Он для всех типов волос. Взяли вот такие хлопья, Вадику на завтрак. Они со вкусом какао, я такие не очень люблю. Я больше люблю кукурузные. Еще взяли 2 пачки молока по литру. Молоко стоит чуть больше 1 евро. Упаковочку кефира. Здесь 480 миллилитров, кажется. Да, и стоит 1 евро. Еще взяли 2 баночки консервированных шампиньонов. Они такие классные, по 1 евро за баночку. Здесь 230 грамм. Еще взяли 2 баночки немного пикантного соуса. Вадиму очень понравился такой. 2 евро за баночку. Дальше микс вот таких овощей для рисовых салатов. 2 евро баночка. Здесь 565 грамм. Еще взяли килограмм белого йогурта, я его обожаю. И стоил он 2,40. Пачечку сливочного сыра 200 грамм 1 евро. Вот такую пачку плавленых сырков 280 грамм. Здесь 16 штук и стоили евро 90. Пачечку купатов, здесь 400 грамм 4 евро. Тонко нарезанную куриную грудку 274 грамма нам обошлось в 3,30. За 400 грамм такого сыра мы заплатили 3 евро. Взяли разные лапши, разных форматов. Пачки по 250 грамм стоят 95 центов. Такой рулетик к чаю. Вот такая закупочка у нас была сегодня. Еще за 4 килограмма картофеля мы заплатили 4 евро. И за 500 грамм мороженого мы заплатили 2,70. И купили еще минеральной воды. 12 бутылочек по 500 миллилитров 2,29. И 6 бутылок по 1 литру евро 44. А за окном у нас уже вечернее время. Смотрите, как красиво. Девчонки, в прошлом видео я вам показывала свечу, которую подарили Вадиму. Давайте зажгем ее вместе, я покажу, как она горит. Вадима дома нет, но я думаю, он не обидится. Я ее не зажигаю, я просто зажгу, чтобы показать вам. Смотрите, сначала она горит ярко,
Затем огонь немного притупляется и создается такой красивый эффект горящих дров. И горит она медленно, слегка потрескивая. Слышно вам? Красота! Такое тихое и убаюкивающее потрескивание, как маленький каминчик. Так уютно. Воск плавится, и такой аромат сейчас я чувствую. Это точно создает уютную атмосферу. Вадим, когда вечером читает, зажигает ее, и даже на следующий день приходит с работы, еще чувствуется аромат в комнате. Представляете? Смотрите, как мне удалось близко-близко снять. Так красиво. Ну ладно, девчонки, на такой уютной ноте я с вами прощаюсь. И надеюсь, мы с вами встретимся в следующем видео. До скорой встречи!